Привет, дорогие друзья! Вы на канале Нави Dota 2, с вами Яна, и это первый влог нашего нового ростера. Совсем недавно Нави подписали новый состав, команду PacChamp, и эти ребята и будут защищать цвета нашей организации на Dota-сцене. И прямо сейчас в самом разгаре второй тур первого дивизиона DPC, поэтому самое время заглянуть к нашим ребятам в гости на буткемп. Погнали! К сожалению, сейчас нет такой возможности собрать этих игроков в одном месте, поэтому у нас проходит два буткемпа параллельно. В Сербии у нас находятся Мелоди, Малик и Данил, у них свой буткемп и своя атмосфера, а в Киеве Шигецу и Меложул. Как раз к ним мы поднимаемся в гости. И, кстати, давненько на нашем канале не было ИРЛ-контента с нашего киевского буткемпа, и я надеюсь, что вы уже успели хорошенько по нему соскучиться. Надеюсь, парни уже проснулись и нас ждут. Открывайте! 1 hour later. Приветик, приветик, приветик. Привет. Монстр, маленький монстр. Здравствуй. Ну тихо. Монстр защищен. Монстр, маленькая защитница. Знакомьтесь, это Марси, это маленький защитник буткемпа. И как для Марси, она довольно-таки громкая, как мне кажется. Это правильно. Я бы, конечно, с удовольствием зашла бы к ребятам практис, но, к сожалению, у меня нет доступа, карточка не работает. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. С вами был канал Нави Dota 2. Виталя, дай карточку, пожалуйста. Наши ребята в практисе, очевидно, тренируются. И, скорее всего, нас ждут. Приветик, парни. Привет. А ты, наверное, нас даже и не ждал, правда? Конечно, не ждал, я ж гений, я заранее петличку одел, вот. Хорош, хорош. Выглядишь бодренько. Конечно. Давно проснулся? Час назад. Как вообще настроение после такого непростого вчерашнего вечера? Настроение посредственное. Угу. Ожидали, конечно, что мы выиграем, но получилось, как получилось. Да, было очень обидное поражение, скажем так. Но ничего страшного, это только начало. Я уверена более чем, что дальше все будет намного лучше. Об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим, но изначально хотелось бы показать нашим зрителям и, в принципе, видеть, как вы вообще тут живете. Погнали. Первая комната. Угу. Это комната Шигецу, Максона. Вот так вот. Я вижу гантельки. Макс, тренер. Подкачивается. По вечерам после Да, КВшек. тут можно отметить, что у каждого человека свой санузел. Угу. То есть это по кайфу, не надо ходить друг к другу, каждый ходит к своему, то есть по кайфу. Не надо ходить друг к другу. Ну да. А по какому принципу вы выбирали себе комнаты? Кто первый пришел, того и тапки или... Ну мы приехали, я и тренер, и мы сразу, тренер выбрал себе комнату там, то есть я тоже выбрал сразу, а потом Максон последний приехал, и он последний выбирал. А как давно вообще на буткемпе? 2 недели уже получается. 2 недели. Вы как раз приехали 7 или 8 марта, если не ошибаюсь, правильно? Я не помню даже, как мы приехали, честно. Плюс-минус. Мне кажется, чуть раньше мы тут приехали, если не ошибаюсь. Может быть, плюс-минус примерно тогда, когда вышел патч. Да. Чем да. сразу занялись по приезду? Ну, конечно, патч изучали, да. Но вы ждали намного лучшего патча. То есть думали, что патч будет глобальный, а он вышел такой довольно минимальный. То есть там какие-то там дефолтные вещи, там что-то подняли силу, там где-то шмотки подняли, где-то пофиксили. Как я поняла, они хотели выпустить глобальный патч вместе с выходом нового героя, Марты, но немножечко не успели, поэтому решили порадовать это комьюнити вот такими обновлениями. Здесь живет наш тренер. Ну, слушай, у Свардата прям шикарные апартаменты, выход на террасу с красивым видом на Киев. Ну, для тренера все самое лучшее, конечно. Вот еще балкончик кайфовый такой, вид шикарный, мне нравится. 9-й этаж. Улица такая-то, такая-то, приезжайте в гости, обязательно заглядывайте к нашим ребятам на официальные игры. Так, ну теперь самое главное, моя комната. Тут, конечно же, беспорядок. Ну так, Мне игровой. Что ты успел опетличиться перед съемкой, такой, ну как бы тут медиа внезапно негаданно пришла на буткемп, но как бы здесь рабочая атмосфера, понятное дело, что много времени проводите за ПК и не всегда есть время для того, Конечно, чтобы... даже нет времени застелить постель, настолько сильно тренируемся. Ну, в любом случае, это хороший позитивный настрой, мне нравится. Чем вообще занимаетесь в свободное время? Очевидно, что большую часть времени вы проводите за ПК, играете в КВшки, официалки, разбираете игры. Чем занимаетесь в свободное время, если оно у вас есть? Ну, тут есть плойка. Мы, бывает, плойку что-то сыграем, антилдаун играли.
Бывает, в магазин сходим, что-то сходим, купим, что надо, там, соки, там. Ну и сидим, просто обсуждаем доту, кушаем. И самое вот Гостевая. гостевая, да. Вон кухня. У нас первое правило буткемпа, это что мы кушаем только тут. Никто за компом не кушает. О, То есть это это хорошо. первое правило, да. Дисциплина. Дисциплина, да. Стараемся вот всегда вместе как-то кушать, общаться. Какие еще правила есть на буткемпе? Там, во сколько засыпаете, просыпаетесь? Какой у вас вообще график на буткемпе сейчас? Ну, график у нас, да, приблизительно мы просыпаемся где-то 11. 11 где-то просыпаемся, да. 12 уже, 11:30 где-то за комп уже садимся. Ну, там еще зависит от КВшки, насколько у нас КВ. Если КВ у нас пораньше, то бывает, может, чуть-чуть это раньше можем встать. Но вообще стабильно где-то в 11 мы просыпаемся. А засыпаете во сколько? И спаем в 2-3. 2-3. Насколько сильно этот график отличается от привычного тебе распорядка дня? То, в принципе, такой же, я думаю, такой же, в принципе, график. То есть ничего особенного. Это график дотера, потому что КВшки, они довольно поздние, бывают игры поздние. То есть хочется как-то вот быть свежим, бодрым. А то, если ты будешь супер ранний, просыпаться, например, в 9, возможно, если игра будет официальная, там, в 7-8, тяжело будет. Что у вас по питанию? Вижу, что у вас очень много всяких сладостей, фрукты. Ну, снеки нам заказывают, то есть мы сами не покупаем их. Потом еда мы заказываем, тут женщина готовит домашнюю еду, и мы ходим, у нее покупаем, заказываем. Ну, нормально. То есть не сказал бы, что супер вкусно, не сказал бы, что супер плохо. То есть средняя, хорошая еда. Приходилось ли вам здесь самостоятельно готовить? Нет. Ни разу. Я бы не знаю, кто бы готовил на тут. Что не жарится, то яйца, что не варится пельмени. Ну, как всегда, есть такой вариант. И я где-то видела в видео, что любимая твоя еда – это бургеры. Ты говорил как. Ну, я люблю очень бургеры, да. Обожаю бургеры. Успели ли вы затестить киевские бургеры? Ну, мы пробовали один бургер, но там он вышел какой-то не очень, доставка как-то, он не горячий пришел, какой-то такой себе. Не самый лучший, да? Не самый лучший, да. Вы, кстати, успели уже позавтракать? Нет. Я с собой кое-что прихватила, это отлично, что вы не успели позавтракать. Мне кажется, что хороший день и залог хорошего дня – это всегда хороший завтрак. Согласен. И медиа-день не исключение. И АСМР-контент. Может, нам стоит позвать Шигецу или пускай играет? Максон? Ну, я думаю, он недовольный будет. Максон, хочешь пару слов сказать? Что он сказал? Не хочу. Такое вот настроение на буткемпе. Ставьте нам побольше лайков. Так, я не знаю, что вы любите. Я взяла такой дефолтный завтрак. Сырники, панкейки с медом, всякими разными кленовыми сиропами. Надеюсь, что понравится. Протеин, шейкеры. Кто? А где протеины еще? Протеин изовый. Я даже не обратил внимания. Это сывороточный протеин, шейкер. У Макса в комнате Нифига себе. стоят гантели. Мне кажется, это просто, ну, там и они стояли. Вокруг них строился буткемп, в принципе, Да. я думаю. А пока у нас греются сырнички и наши панкейки, самое время заглянуть ребятам в холодильник, посмотреть, что же у них тут есть. Ну, в принципе, все очень даже неплохо. Вижу молочко, сиропы, сок, еда и целая куча пиц. Пробовали уже пиццу? Первый день, который заказали вообще. Заказали первый день, забыли. Ну, это на случай важных переговоров. Это когда ночью... Так как ты- сюрикен больше. Кидаться. Ну, кстати, да, примерно так и выглядит, как сюрикен, Ну, который так убить можно спокойно. закинуть. Так, здесь еще у нас какие-то куриное филе, все очень даже цивильненько и хорошо. Ну, даже есть фрукты. Это неплохо. Говорит о том, что вы хорошо питаетесь. У нас на холодильнике целая куча еще старых мемов с КСером. Я надеюсь, что совсем скоро мы их обновим, и тут уже будут мемы с вами. Это будет, знаешь, вот вырезка с твоей фразы. Как настроение посредственное. Тот момент, когда вчера была непростая игра, и утром приехала Яна с таким позитивом, такая: как дела, как настроение, что происходит, как буткемп? И ребята такие: классно. Чем вы сегодня планируете заниматься после медиа? Стриптиз-клуб планируем вообще. Ага. Сразу. Ну, как Ну да, так чисто как отдохнуть. обычно.
Подожди. Типа так и надо, давай. Да. Не, только не смейся, пожалуйста, максимально серьезно. Ты в кадре. максимально серьезен. Серьезное лицо. А мы тут, кстати, завтракаем и решили предложить тебе с нами позавтракать. Как ты смотришь? Ну да, я позавтракаю с вами. Ребят, вы на этом буткемпе практически 2 недели. И ну, для тебя, Максим, это не первый бокал в твоей карьере, но твой вот уже первый. А в целом, насколько вам здесь комфортно отыгрывать эту лигу? Да, играть комфортно, в принципе. Угу. Не Чувствуете, знаю, что добавить еще. чувствуете ли какой-то профит от этого буткемпа? Какая-то синергия, больше мотивации, стали больше тренироваться? Ну, буткемп, в общем, хороший, но мне кажется, если бы были все 5 игроков, Угу. то есть было бы намного лучше. Потому что, вот, например, мы обсуждаем какие-то драфты, Виталий это не нравится, и у нас это пресекается, все не можно нормально вживую обсудить. Какой вообще был настрой на буткемпе перед вот дарксайдами? Ну, естественно, ну, на мажор выехать, ну, очевидно. То есть, я думаю, ну, реально, то есть у всех майндсет, ну, выйти на мажор. То есть, я думаю, нет никого такого прийти, ну, вот так по кайфу рубануть. То есть, выйти, конечно, на мажор. Пока тяжело идет, посмотрим, что дальше будет. Очевидно, Бэтбумы далеко не самый слабый соперник. Как настраивались перед этой игрой? Да не, настраивались, просто драфты обсудили, ну и все, у нас был определенный план, как мы хотим играть, и все, играли. Ну, просто первая игра, там просто надо было чище сыграть, если бы мы в моментах, там, в миде, например, там, я Егиза не отдал бы, или там, ну, все в совокупности, то есть если просто чище сыграть против них, то есть можно было первую выиграть. У них довольно жадный драфт был, там можно было закрывать первую. Вторая игра, там тяжело с линией было, но если правильно по карте сыграть, можно камбэкнуть эту игру. То есть у нас герои хорошие были на дистанции, просто вот ошиблись по карте очень сильно. Чем занимались после игры с Бэтбумами? Сразу разбирали матч? Ну, у нас матч сразу через 2 дня был, Угу. и мы сразу, ну вот, готовились. На следующий день уже играли праки, как будем драфтить против Гидры. Угу. Думали насчет драфтов. Вот тренер у нас и Мелоди обсуждают эти вещи. Угу. А вот, кстати, по поводу Гидры вчера был непростой вечер. Как прошла игра с этой командой? Ужасно. Ужасно. Казалось, что соперник не такой тяжелый. Угу. То есть можно было спокойно их пройти, но вот как-то вот тяжело было против них играть. Первая игра, там тоже опять, ну не знаю, ну не чуть-чуть лучше драфт вышел в первой игре, чуть-чуть, думаю, лучше, потому что им просто ничего даже делать не надо, просто фармишь до определенных таймингов, там, Доминатора, Беста, Медузы, Скади, там, и все, они идут пятером. Все, нам надо просто, да, в моменте, там, чтобы Клинкс не умер, чтобы ему Undying заревилил. И потом мы просто тоже опять чище намного играли. То есть очень много грязи было в играх. Вот так вот. И вот после игры, да, было такое гробовое молчание минуту где-то. Но никто не ушел по своим комнатам, никто не пошел плакать. Поговорили чуть, обсудили. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Надо дать ребятам нормально покушать, ребята стесняются есть камеры, поэтому мы совсем скоро выезжаем уже на студию и увидимся с вами уже там. Не, вам будут наносить грим, стрелки, ну, тушь. Да не, тогда я отказываюсь. Давайте просто сфоткаемся. Зачем? Да как сфоткаться без макияжа? Ну, Максон же не будет макияж. Ну, Веталь тоже будет, у нас будут стрелки, красная Ладно, давай помада. сначала посмотрю, как Веталь сделает. Иначе мне не пойдет. Ну что, Макс, как ощущения? Ощущение чего? Был ли у тебя вообще ранее подобный опыт, когда ты приезжаешь на студию, тебя гримируют, фотосессия? Нет, это мой первый буткемп. Ну и, по сути, серьезная команда. Не было никогда. И насколько тебе комфортно вообще быть в кадре, работать с камерой? Ну, честно сказать, непривычно, но, по сути, ну, нет никакого волнения. У вас завтра небольшой выходной. Чем планируете заняться? Да, думаю, выйдем куда-то просто, пройдемся. Что Магазином, хотелось бы? может. Да не знаю, на самом деле. Веталь нам покажет что-то. Какой в целом настрой перед следующими играми? Боевой? Ну, конечно, хочется побеждать. Еще есть шансы выйти на мажор. Будем пытаться. Более чем. Что скажешь про предстоящих оппонентов, соперников? Team Spirit, А кто у нас? Spirit.
Ну, Спирит из тех, кто у нас следующие будут самые сложные. Дальше уже, ну, попроще. Ну что, пока наши парни наводят красоту и готовятся к фотосессии, самое время поговорить с тренером нашей команды Свардартом и подвести небольшие промежуточные итоги этой DPC-лиги. Погнали. Теперь видно камеру. Все, сейчас не видно? Так, хорошо. Не, чуть-чуть отойди, сейчас. Тот момент, когда игроки снимают интервью. Ну что, Виталий, расскажи, пожалуйста, как давно вы вообще начали тренироваться составом? Меня ребята позвали где-то за неделю до начала DPC. Это заканчивался как раз предыдущий мейджор, я с ребятами из Spirit работал. Несколько дней мы попракались с ребятами, посидели в лобби, там я присмотрелся к ним, посмотрел, что вообще, как у ребят, идут дела. В принципе, нас всех устроило взаимодействие наше, им понравилось, как я с ними общаюсь, работаю, преподношу информацию и, в принципе, опыт, который могу с ними поделиться. Мне понравились ребята в плане игры, в плане коммуникации. И, в принципе, мы как-то сразу нашли там точки соприкосновения. И дальше мы приехали на буткемп, и все, вот, понеслась, и мы тут. Ну вот как ты думаешь, достаточно ли такого времени для того, чтобы подготовиться к DPC-лиге? Слушай, да, у каждой команды по-разному бывает. Есть команды, которые сразу собираются, выстреливают, и у них все окей. У нас, ну, скажем так, мы стартанули бодро, все было окей, да и сейчас, не знаю, не скажу, что мы как-то после лузов с Бэтбумом и Гидрой, этот влог записывается после луза с Гидрой, прошу обратить на это внимание, это очень серьезно, мы все в тильте. Не, на самом деле, конечно, ребята, ну, хорошо это, ну как, нехорошо, они с адекватным профессиональным подходом к этому подошли, как мне кажется. Не было у нас такого, что, знаешь, там мы как-то разбежались по комнатам в конорку и как-то в подушку начали реветь. Нет, мы... Ну ладно, вон один плакал, признался. Мне кажется, в этом плане мы очень адекватно подходим, у нас полностью рабочий процесс, и да, все окей, на самом деле. Ребята во влоге говорили, что они, в принципе, не волновались, не переживали, даже перед официальной игрой по тегам Нави, что не было какого-то давления. Видел ли ты, как тренер со стороны, что на ребят все-таки что-то влияет, вот, какое-то волнение? По коммуникации я слышу, что ребята не волнуются, по игровым моментам каким-то я вижу, что оно все-таки присутствует. Оно присутствует, где-то есть это давление, я не скажу, что оно какое-то сильное и оно как-то чересчур сказывается на игре. Тут больше в игре у нас не волнение было, а какие-то, не знаю, какие-то базовые просто ошибки. Мы наши ошибки знаем, у нас проблемы после early game обычно начинаются. У нас относительно неплохо все с драфтами, за исключением там парочки моментов последних игр против Гидры. В плане вот игры мы просто как будто на официалках базовые вещи после early game забываем. Мы это все проматываем, прокрутываем, работаем над этим. Я вижу, что ребята очень старательные в этом плане. Они очень много меня слушают, они вникают. Ну, вот эта вот часть мне очень нравится. Мы над этим работаем. Давай с тобой обсудим более детально игры, в частности, первая игра против Darkside. Все прошло, как мне кажется, все очень даже хорошо. Как ты оцениваешь вот перформанс нашей команды? Ну, лично для меня это была немножко принципиальная встреча, потому что у Darkside тренер Мак Андрюха, мы с ним хорошо общаемся, это мой, ну, можно сказать, в доте хороший друг. Он меня многому научил, и в этой встрече ну, хотелось, знаешь, там, не упасть в грязь лицом, там, показать, что вот там команда как бы может выступать на высоком уровне. Это была первая встреча для нас, очень важная, по тегам Нави. Мы сразу хотели показать, на что мы способны. В принципе, мы подходили с таким серьезным расчетом, что ну, мы чувствовали свою силу, что мы можем легко побеждать Darkside. Где-то мы в первой карте смогли удивить их, мы хорошо подготовились, как мне кажется, и игра прошла по нашему сценарию полностью. Бэтбум, очевидно, довольно-таки сильный и серьезный соперник. Какой настрой был перед игрой и как сам считаешь, почему по итогу такой результат? Бэтбум, да, соперник для нас на данном этапе развития команды, как мне кажется, сильный. Мы очень хорошо задрафтили в первой карте. Даже ну, в ряде инсайда можно сказать, что там Булк писал этому Максу, что ну, типа да, мы круто подготовились, молодцы, где-то смогли удивить. Ну, первую карту, как мне кажется, можно было забирать. У нас баланс в драфте был соблюден намного лучше, чем у них. Им нужно было
выковыриваться с морфом, с оффлейновым Абадоном. Там такая, ну, странная у них ситуация получилась, но в итоге все вышло так, что мы просто под Shadow Демоном и Абадоном никого не смогли убить. Вот, получилось так. Вторая карта уже у нас там было похуже с драфтом, и мы как-то посыпались даже на лайн-стадии. Вторая карта у нас, к сожалению, не задалась. Ну, понятно, как обычно игроки переживают поражение, тут, очевидно, мало приятного. Но ты говоришь, что ребята, в принципе, не тертанули, они были в хорошем настроении и уже с таким же настроением подходили к игре против Гидра. Казалось, вроде бы все очень хорошо начиналось. Мы подходили к этой игре с позитивным настроем. Мы понимаем, что наши ребята сильнее, что мы можем легко обыгрывать Гидру, и мы это показывали и на лайн-стадии, и потом по игровым моментам. Мы во многих местах отыгрывали очень чисто early game. Это было заметно и в первой, и во второй карте. Где-то по драфту просели. Я слышал, много было критики в сторону Клинкза. Ребят, вы должны понимать, что... Ну, там было много критики, что Клинкс типа Дузу не перекрывает. Во-первых, предикт Дузы было запредиктить очень тяжело там это забанить. Клинкс в нашем понимании ее перебивал даже в какой-то степени, нас это устраивало. Но там история такая получилась, что нам нужно было на две стороны разделиться. Нам нужно было и беста дефить, кидать ресурсы в эту сторону, и в то же время делать для Клинкса комфортную игру, делать много стаков в тройке, чтобы он вышел большим и убивал эту Дузу. Мы, к сожалению, этого не сделали. Ну, вообще, по поводу Клинкса хочу сказать, что наш Макс Шигецу достаточно уникальный игрок в этом плане. У него есть персонажи, которые в чем-то уникальны, где-то неприятны для соперника, и в то же время мы пока что еще гуляем в этом поле, мы пытаемся понять, насколько какие-то персонажи сильные, насколько можно их где-то брать. У нас неплохо где-то получалось на праках, мы посчитали, что как 23-й пик это окей, но потом я немножко переосмыслил, мне кажется, как тренер я не должен был позволять немножко рандомного персонажа в этом плане на официальной игре, поэтому в этом плане я немножко себя корю. Во второй карте у нас был антимаг. Мне казалось, у нас все окей было, мы очень круто отыграли early game, плюс-минус у нас все было хорошо, потом, мы сами не доиграли, мы просто не показали того, что умеем. Мы очень много ошиблись в мидгейме, мы плохо дрались, плохо уходили со своего вижена, какие-то просто дефолтные вещи у нас не получалось сделать. Тут для меня секрет, почему? Возможно, потому что после первой карты просели. Мы еще будем это разбирать, эту игру. Я хочу услышать от ребят, что у них было внутри в этот момент. Переслушаем voice. В этом плане мы работу проделаем. У вас сегодня еще будет свободный вечер, завтра у вас тоже будет полдня выходного условно. Чем планируете заниматься? У нас сегодня на DPC единственный выходной, который нам поставили медийку. Вот мы отдыхаем, супер. Сейчас вообще ребята хотят сходить погулять по Киеву, как-то просто развеяться, потому что, мягко говоря, вчерашний день нас немножко выбил с колеи, все, не в тильте, расстроены, понятное дело, ждали немножко большего. И сегодня хороший день, чтобы как-то перезагрузиться. Завтра у нас день пабликов, ребята играют паблики, и дальше начинаем все по кругу. Много КВшек, много работы, 4 официалки, как ты уже говорила. Будем работать в этом ключе. Ты 60 лет в доте, с ума сойти. Такие взрослые мужики были, которые говорили, тебе лицо сейчас набьют, если ты там им не подашься просто. В доту играют одни, не буду говорить плохое слово. Доверься мне, попробуй один раз. Конечно, мама очень скажет, что ты там мусор на миде и так плохо играешь. Я не тильтую, но тут, конечно, да, неправда будет. Ну что, друзья, наш медиадень подошел к концу. Парни уже уехали на буткемп, немного отдохнут и уже завтра снова приступают к тренировкам, чтобы с каждым матчем показывать все лучше и лучший результат. Поэтому ваша поддержка нужна как никогда. Заходите на все официальные трансляции и поддерживайте наших парней. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч. Пока-пока.